Добрый день, всех рада видеть. Огромное спасибо, что вы выбрали себя. Когда вы выбираете себя, мир выбирает вас. К сожалению, не знаю, ролик будет, не будет? Или все рассказывать? Рассказываю. Вчера провела обучение для лидера в Атоме, и длилось это целый день. И казалось, ого, сколько, что же я буду говорить столько часов. Но все пролетело просто одним мгновением. И мне кажется, что было потрясающе. Не знаю, кто был вчера? Пожалуйста, я... Спасибо большое. Вроде говорила о простом, совершенно о простом. И я говорила, у кого-то было сопротивление? Нет, ни у кого не было. Потому что я говорила о том, что знаете вы. Но говорила простым языком о сложном. И каждый взял свое, и каждый получил какую-то пользу. Мне все-таки нужен мой ролик презентационный. Но его нет, ладно. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Здесь обо мне. И не все обо мне. И не буду зачитывать. Кому хочется, прочитайте, пожалуйста. Много рангов, много титулов, много званий. Но в этом году впервые женщины 50+ участвовали в конкурсе «Миссис Россия». И я пошла, мне в этом году 60. Я 38 лет живу со своим мужем. У меня 2 взрослых сыновей и 3 внуков. И скажите, пожалуйста, когда еще женщина может вот так реализоваться? Да в любом возрасте. Абсолютно в любом. Но нет преград. Но нет абсолютно никаких моментов, ты это можешь, ты не можешь, ты не в статусе или ты не в возрасте, у тебя не та проявленность. Все самые лучшие, самые крутые. Вы здесь. Каждый занимает место на этой земле. У каждого есть имя, фамилия, отчество, отчество своего отца. У каждого есть место рождения, дата рождения. Вам даже документ выдали, что вы имеете право жить на этой земле. Каждый должен быть счастливым. Абсолютно каждый. И неважно еще раз, сколько лет. И неважно, в каком вы городе живете. Маленький, большой, сколько вам. Вы лучшие. Вы эксперты. Вы те люди, которые могут достичь всего, чего хотите. Я вам говорю, потому что я, пойдя на этот конкурс, знаете почему? У меня один сын давно уже женат. А второй, который младше, ему проекты или создавший свои тренинги, меня бы это, конечно, просто радовало. Представляете, сын 33 лет хочет такую жену, как я. Но нет, я же профессионал, я не имею права. И я поняла, что когда я слышу от сына подобные фразы, я не на своем месте. Я занимаю вообще не свое место в этой системе. В системе жизни я занимаюсь системным анализом. И, конечно, я просто интенсивно начала фокус держать на себе. И за этот год произошло огромное количество побед. За этот год я стала и женщиной года. Меня поздравлял Дима Нагиев на сцене и задал вопрос: Тань, как так можно? Расскажи, как так можно в 60 проявляться, выглядеть? И я вам больше скажу. Я пользовалась очень много лет косметикой Biologic французской. Но вот сейчас 4 месяца я пользуюсь Atomy. И когда у меня спрашивают, как так? Я всем говорю, а я пользуюсь Atomy. И я знаю практически все продукты. И я чувствую, что эта косметика, я, наверное, не вернусь к французской, потому что вот здесь как раз и вот этот шарм, и эта чистота, и вот эта вот интенсивность, и это увлажнение. Я здесь нашла все. И поэтому можете сослаться, у меня 1 200 000 подписчиков в Инстаграме, можете сослаться, я являюсь лицом Atomy 23, что женщина 60 лет, пользующаяся косметикой Atomy, выглядит таким образом. Не буду петь себе дифирамбы, но хочу сказать, обратив на себя внимание, став на место матери, а не на место подружки, а не на место вот той, которую хочет такую же жену свой сын, занявшись собой, усилив себя, получаешь ранги, получаешь титулы, получаешь признание, получаешь наслаждение, и у него все складывается должным образом. И у него появилась девушка, появилась жена, и месяц назад у меня родилась внучка. Будьте на своих местах, не уходите с них. Живите собой, наслаждайтесь, усиливайте себя. Когда вы изобильны, когда вы ресурсны, вам есть что отдать. Вы понимаете, вам есть чем поделиться. Но если у вас этого нет, что вы дадите этому миру? Люди ведь покупают тогда, когда доверяют. А кому они доверяют? А кто выглядит? Кто правильно говорит? Кто в ресурсе? Кто в эмоциях? Кому есть что отдать? С кем комфортно быть рядом? Кому верят? У того покупают. И там не приходится продавать. Там просто делишься. Или человек хочет сказать, и человек чувствует это, и у него единственное желание стать вашим клиентом. Я думаю, что все это понимают и все это чувствуют. Я тут приготовила презентацию, но всегда, когда выхожу в зал, всегда думаю, а она ли это? Потому что так сильно чувствует зал, так
много лет работаю в психологии. Я ее пролистну, но кое на чем остановлюсь. Самое главное, не буду все. Об этом скажу. Вчера тоже говорила, прям коснусь. Мы живем в новом мире. В 2019 году все ученые сказали о том, что начался новый мир бани. Непредсказуемый, нелинейный, хрупкий. Раньше мы знали, что мы заканчиваем институты, школы, мы поступим, нам дадут квартиру, машину, мы будем работать. А теперь мы не знаем, что будет завтра. И ситуация где-то в стране, где-то в мире меняет абсолютно весь мир. И мы должны с вами быть адаптивными к этому миру. Меняемся, становимся ресурсными, становимся отдающими, делящимися знаниями. Не бойтесь, делитесь, отдавайте. Рассказывая о продукте, вы отдаете людям. Вы же не берете, вы просто делитесь. И вы делаете людей счастливыми. Какое же счастье, когда женщина становится все краше и краше, и мужчины, которые с ними, все больше ими наслаждаются. Ну разве это не круто? И вот этот мир бани, он нас заставляет применять какие-то новые способы, какие-то новые трансформации, какие-то новые взаимодействия, потому что он другой. Старые способы не действуют. Если действуем по старинке, всегда будет старинка. И хотите нового результата, совершайте новые действия. То, что вы не делали. Просто берите и делайте. Чем отличаются успешные от неуспешных? Быстрым принятием решений. Быстрым. Приедьте домой. Закройте все дела, которые можно закрыть в моменте. Потому что они всегда забирают энергию. Освободите эту энергию. Хотите позвонить? Позвоните. Хотите давно кому-то рассказать? Расскажите. Хотите поделиться? Поделитесь. Не несите этот рюкзак за спиной. И коль уж мы с вами в этом мире оказались, то, конечно, мы должны с вами его чувствовать, понимать, адаптироваться постепенно, но меняться. А как мы можем поменяться? Только поменяв свое мышление. Меняем мышление, меняем действия, меняется результат. Что мы имеем на сегодня? Мы имеем итогом ряд действий, которые мы совершали. Хотим другой результат, значит, надо делать другие действия. Раньше были пословицы «вода камень точит», там и так далее. Ты делай, 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 бей, 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 бей. Нет, сегодня это не работает. Попробовали, так не получается, попробуйте по-другому, еще по-другому, еще по-другому. Действуйте, идите, пробуйте, наслаждайтесь, делитесь. Будьте ресурсными, отдающими. Вы знаете, как люди чувствуют энергию? Люди очень чувствуют энергию. Вы иногда даже не ощущаете, как подсознание, поскольку я работаю с мозгом, вообще хочу сказать больше, что и в 2022-2023 году Нобелевские премии будут как раз за открытие работы с мозгом. Потому что именно это сейчас является доминантой. Потому что любые действия, которые мы совершаем, сначала идут мысли-формы, сначала в голове все возникает, а потом мы это делаем. Поэтому это доминанта, это основа, это то, что позволяет нам получать новый результат. Посмотрите, пожалуйста, каждый из вас, я вот хочу акцентировать внимание, каждый эксклюзивен. Ну, каждый. Нет такого другого. Вы невероятные. Потому что, ну и что, может быть, есть там какая-то Маринка Иванова, еще такая. Ну, просто ее зовут, так фамилия у нее такая. А она абсолютно другая. У нее опыт другой, у нее родители, она родилась, у нее другой. Она ходила в другой детский сад, у нее был хор, у нее была музыка, у нее были танцы. Напишите домой, когда приедете, сколько у вас всего есть. Танцы, музыка, я не знаю, там хор, вы проходили тренинги, какие-то программы, какие-то обучения. Невероятный фундамент у каждого. Невероятный. Поэтому, говоря об этом, что каждый абсолютно на рынке, будьте спокойны, будьте уверены, раз вы в этой компании, вы здесь нужны. Я всегда начинаю свое выступление, если вы выбрали себя, а вы выбрали себя. Вы здесь. Мир всегда выбирает вас. Потому что когда возникает какое-то желание, а я думаю, завтра, с 1 числа, с Нового года, с понедельника, как-нибудь, мозг, ухищренный товарищ и такой паренек, который всегда уведет, 2% занимает веса, а энергии тратит 25% вашей. И поэтому договоритесь с ним. Договоритесь, скажите, что я принял решение, и я иду. Потому что он всегда уведет. Давай попьем чайку, потом позвонишь, давай еще что-то сделаю, давай посмотрим, кто там на улице шумит, что там происходит. Всегда уводит. Делайте сразу и получайте результат. Ой. Еще очень важный момент. Я ведь не могу много сказать, хотя мне, наверное, дали больше всего времени. Хочу, знаете, о чем сказать? Что деньги – это бонус. Каждый пришел сюда, я понимаю, кто-то пришел за разным. Но когда мы говорим, нет, я не про деньги. Неправда. Мы все равно все про деньги. Потому что если их нет, мы не выживем. Мы не вырастим свое потомство. Мы сами себе ничего не позволим. Мы все равно про деньги. Нативно, но про это. Это важный ресурс нашей жизни. Но они не падают с неба. Они просто так не приходят к нам, не стоят за углом. Я недавно записала рилс и сказала, представляете, люди,
как считают себя никем и говорят, я не могу себе что-то позволить, потому что, сейчас внимательно следите, потому что у меня нету денег. То есть деньги виноваты, представляете? Перебросить всю ответственность на деньги, это потому что их нет. Где они? Где-то за углом или куда-то спрятались, или куда-то улетели, поэтому я себе не могу позволить. Нет. Вы тот человек, и вы непосредственно тот субъект, благодаря которому они у вас появляются. Как они появляются? Через коммуникацию. Вам эти деньги приносят люди. Люди. Значит, что надо сделать? Спасибо вам за обратную связь, это очень ценно, потому что выступать на большую аудиторию, ты все равно делишься, отдаешь энергию, и спасибо, что вы так реагируете. Вы, коммуницируя с людьми, создавая все больше и больше общения, улучшая качество этого общения, увеличиваете поток денежный, приходящий к вам. Понимаете? Чем большим количеством людей вы общаетесь, и чем больше качественнее эти общения, тем больше у вас денег. Да еще человек, как работающий в системном анализе, хочу сказать, наладьте вообще отношения со своими родителями. Наладьте, пожалуйста. Это те люди, которые дали жизнь. Наладьте отношения с братьями и сестрами. Это тот поток, который стоит рядом. Найдите всех, кто исключен из вашего рода. Позвоните всем, на кого вы обижаетесь. Вы не имеете права обижаться. Потому что каждый человек здесь, ему определено место, и каждый человек эксклюзивен, каждый ценен, каждый нужен. И когда говорим мы, что кто-то не такой какой-то, или какой-то он неправильный, или какой-то он токсичный, или как так можно, мы говорим, Господь, ты ошибся. Ты что-то неправильно сделал, ты, наверное, отвлекся. Какого-то урода сюда. Ой, извините, люди. Я в эмоцию вхожу, кто-то, какой-то он не такой. Мы занимаем не свое место. Поэтому наладьте, пожалуйста, отношения со всеми, кто вокруг. Будьте добры, будьте лояльны. Всем определено оно здесь. Мир в гармонии, в балансе. И каждый имеет место. Нужны быть другие, были люди в моем окружении, были бы другие. А эти, которые есть, лишь для того, чтобы вас усилить. Только для этого. Нету вообще другого никакого замысла во Вселенной. Каждый для усиления каждого. Вы даже просмотрите, какие-то ситуации были у вас. Может, вы обижались? Может быть, как-то в отрицательную эмоцию ушли, а потом просматриваешь эту ситуацию и понимаешь, насколько я стала сильнее благодаря ей. Насколько я улучшилась. Насколько я приобрела новый опыт и навыки благодаря вот этому своему бывшему или какой-то подруге нерадивой, казавшейся раньше. Поэтому вот эта качественность коммуникаций и количество ее приводит к неминуемому результату и успеху. Это факт. Я вам говорю как человек, работающий с мозгом, как психолог, занимающийся консультированием, продвижением своих программ и так далее. Я уже сказала, значит, что... смотрите, написала, вы воины света, я люблю это выражение, я его обожаю, потому что доброта и красота, которую вы несете в этот мир, вы должны понимать, что вы входите в клиентам не в нуждающейся позиции. Не купи, не увидь, не посмотри, удели мне время, неправда. Не с этой позиции идите к человеку. Идите с позиции, что я тот человек, который несет благо, красоту, радость, эффект, невероятную эмоцию. Вот чувствуйте себя так. Люди вас именно так будут считывать. Потому что, заходя к клиенту в нуждающейся позиции «дай», кто так действует? Дети. А у детей что? А детям деньги не нужны, их родители содержат. А у детей что? А им бизнес не нужен, они дети. А у детей что? И так далее. Понимаете? Поэтому заходите в равной позиции к клиенту и ничего от него не желайте. Знаете, как мы желаем? Хоть бы купил, хоть бы посоветовал, хоть бы сказал, хоть бы отметил, хоть бы поблагодарил, хоть бы пришел за повторной покупкой. Нам от него что-то надо постоянно. А когда мы хотим взять, люди хотят убежать, люди хотят уйти. Ничего не требуйте и не ждите. Заходите в позиции, что я ему могу дать. Вау! Невероятный эффект и результат. Тогда, когда хотите отдать, вокруг вас будут толпиться. Я это проходила много раз. И с клиентами, и сама. Поэтому очень люблю не просто говорить. Все всегда подтверждаю примерами из жизни. Но сегодня большая аудитория. Хочу сказать еще очень о важном, потому что здесь много женщин. И мне есть еще что сказать. У нас есть 4 базовых роли. Основные 4 базовые роли. Женщина, мужчина, жена и муж, мать и отец. И Творец на службе жизни, социальная проявленность. Это фундамент, благодаря которому мы с вами здесь. Что такое женщина и мужчина? Это когда мы с вами начинаем подрастать и начинаем улучшать себя.
начинаем делать прически, начинаем как-то там стоять у зеркала, красить губы, делать, улучшаем себя. Мальчики идут в спортзал, делают тоже красивые стрижки. А потом мы встречаемся. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понравиться. А потом мы встречаемся. Сначала мы смотрим, усиливая себя, мы просто наслаждаем. А потом, когда появляется у меня партнер, я появляюсь к нему лицом, и он ко мне. И мы создаем такой партнерский союз. И соединяемся для того, чтобы продолжить эту жизнь. Потому что мы приходим сюда взять жизнь от наших родителей и передать ее дальше. И вот когда мы с этой целью соединяемся, у нас все складывается. Потом есть такая роль мама и папа. Когда у нас рождается ребенок, мы не на друг друга смотрим, а мы поворачиваемся вперед, а наши дети впереди. И мы потом делаем все наши поступки и все наши договоренности, исходя из цели на улучшение нашего продолжения. Ведь это так. И когда уже мы с вами становимся, именно прошли эти 3 роли, мы с вами становимся творцами на службе жизни, в социальной проявленности. У нас появляется бизнес. Иногда эти моменты могут вот здесь корректироваться я имею в виду по очередности. Но вот эти 4 базовых роли всегда должны быть прокачаны. Обратите внимание. Если вы забыли о какой-то из ролей, вышли замуж и на женщину. И так уже он меня полюбил. И так можно. Девочки, дорогие, любимые, неважно, сколько вам лет, вы должны наслаждать противоположный пол. Вы должны улучшать себе. А в этой компании именно я уверена, что именно фокус туда. Вы должны нести эту красоту. Вы должны делиться ей. Не забывайте, что вы женщины. Не забывайте, что вы именно те люди, на которых хочется смотреть, которыми хочется удивляться, которыми хочется поражаться. Не забывайте, что вы жены. Обязательно обратите внимание, придя домой, перешагнув, вы уже не партнеры Атоми, а вы жена. И какой там функционал? А там уже полюбить, наслаждать. Я вам секрет сейчас расскажу. Если только какой-то конфликт назревает, подойдите и поцелуйте. Поцелуй? Вообще шок-контент. Вот просто подошли, он что-то там говорит, что-то там наговорит, вы подойдите, поцелуйте. И я вчера еще дала один секрет. Если очень уж сильно что-то там от вас требует, а вы смотрите и скажите ему: ты знаешь, я тебя вообще не слышу. У тебя так сексуально шевелятся губы. Все, на лопатках. Спасибо. И вообще, знаете, что хочу посоветовать? Спасибо компании, что вы меня выбрали лицом. Я думаю, что здесь, может быть, и то, что я себя усиливаю как женщина, потому что мне мама в детстве сказала, что я лягушонок, и как можно это лягушонка любить, ответя на вопрос своей сестры, почему моя мама любит моего брата больше, чем меня. Мама говорит: как это в лягушонка можно любить? Крупные глаза, крупный нос, крупные губы. И я всю жизнь доказывала, что этого лягушонка можно любить. Благодаря моей любимой мамочке. Вот можно вот таким образом любую ситуацию жизни, если вы на кого-то обижаетесь, если вы на кого-то, где-то у вас есть какой-то негатив или какая-то отрицательная эмоция, переверните это. Переверните, посмотрите, что благодаря этому вы имеете. Благодаря любой ситуации вы имеете. Благодаря любой. Просто так ситуации не даются. Мы делаем ряд шагов, чтобы они произошли. И вот здесь вот как раз говоря о том, что мы с вами режиссеры этой жизни, мы с вами авторы нашей жизни. Знаете почему? Потому что мы решаем, как мы будем реагировать. Я вчера делилась с теми, кто был, топ-лидеры были вчера на обучении. Я рассказывала, очень много уделяла этому внимания. Сейчас вот прям в 2 словах. Люди, решайте сами, как реагировать. Кто-то вам что-то сказал, кто-то вас обидел, вам так кажется. Кто-то негативно отреагировал, кто-то как-то отрицательно, что-то там в вашу сторону произнес. Вы, только вы решаете, как отреагировать на это. Когда мой муж сказал, что у меня где-то попа у коленок, он говорит: а ты видела, вот ты все воображаешь. На какие-то конкурсы. Кстати, 30 сентября улетаю на миссис Вселенную на Филиппины от России. И спасибо. И когда он мне сказал: у тебя видела где? Ты все по конкурсам. Вы знаете, если бы я не была хозяином жизни, как ты можешь? А я подумала: Господи, он меня так любит. Он меня усиливает, он хочет, чтобы я выглядела еще лучше. И я бегом в спортзал. Реагируйте так. Реагируйте только так. На любую фразу. Вот тогда вы хозяин жизни. И я решаю, как я отреагирую. Получается, что если мне кто-то сказал, я обиделась, то я никто. Этот человек решает мою судьбу. Этот человек решает мое настроение. Он хозяин моей жизни. Неправда.
Я хозяин своей жизни, и я буду решать, как я буду реагировать на то или на другое. И всегда в позитиве, и нету плохого настроения. Пришли домой, вспомнили жена. Она какая? Полчасика, и все, и хватит. Вот так он уже насладился. Подошел ребенок. Ой, отойди, я устала. Вы кем устали быть? Кем вы устали быть? Партнером? Еще там, не знаю, менеджером, на работе? Вы же мамкой не были сегодня, как вы устали? Вы что, врете? Станьте матерью на полчаса, но только фокус туда. Позвонила вам мама. Ой, мама. Стоп, вспомнили вы дочь? Она какая? Она ниже по иерархии, она меньше, она ниже. Еще кто-то там, вы понимаете? А мы ходим по кругу и занимаем миллион мест. Везде мы и мамки своим мамкам, и мамки своим мужьям, мы им рассказываем, как жить, мы их воспитываем, мы их учим. Представляете, когда я иду на место мамы своего мужа, я занимаю место свекрови. Откуда анекдоты? Да мы с ней место одно делим, я его воспитываю, и ее роль воспитывать его. И что получается? Мы с ней конкурируем, а мы не понимаем. И вот получается конфликт. Займите свои места в системе жизни. Займите, и все становится на место. Как только вы их заняли, у вас идут бонусы в виде денег, отношений, здоровья. Бонусы на своем месте всегда. Ушли со своего места, начали своего мужа воспитывать. Вы на месте свекрови, она уже на пенсии. А пенсия маленькая, вот там денежный потолок. Все. А вы ушли, начинаете его воспитывать. Вы на месте его матери. Какой секс с мамками не спят? Вы ушли на ее место, а у нее уже коленка поскрипывает и плечко болит. Откуда всякое вот получается недомогание? Идите на свои места, наслаждайтесь, живите свою жизнь. Никогда на чужом месте нет никаких ваших приоритетов. Потому что на чужих местах одни последствия. И в бизнесе точно так. Всегда держите фокус, кто я сейчас. Вот сейчас у нас с вами тоже здесь система. Я здесь выступаю, а вы сидите, слушаете. И у нас есть с вами одна цель. У вас получить максимум того, что я говорю, а у меня поделиться своими знаниями. И если каждый на своем месте, и никто не выбегает сейчас сюда, не забирает у меня микрофон, или я не сажусь на место и говорю, иди ты, может быть, скажи. То есть каждый на своем месте, в своей роли, в своей проявленности, в своем функционале, у нас все получится. И я думаю, что у каждого минимум по одному, по два инсайта уже есть. И вот она, базовая роль, про которую сегодня хочется сказать. Остановлюсь вот в конце своего выступления. Это как раз творец на службе жизни. Да, это хорошо быть женщиной, остаться ею до конца своих дней. Да, это великолепно чувствовать, что рядом с тобой мужчина, с которым ты живешь, для которого ты хочешь быть все краше и краше, ты не хочешь стареть. Это очень важно. Держите фокус туда, потому что женщина становится женщиной только тогда, когда рядом мужчина. Да, это очень важно быть мамой, но не забывайте, вы остаетесь матерью, но если вашим детям до 18, то вы мама маленьких детей или подростков. А если вашим детям больше 18, то вы мама, но уже взрослых детей. И всегда, когда ко мне приходят на консультацию женщины и спрашивают, вот там что-то с детьми, какая-то проблема, я задаю вопрос, детям больше 18, да, напишите 10 пунктов, как отстать. Отстаньте от своих детей, позвольте им жить свою жизнь. Просто позвольте им жить свою жизнь. Займитесь собой, усильте себя, будьте невероятными. Вы знаете, как они будут гордиться вами? Как гордятся сыновья, как гордятся дочери, когда вы проявляетесь. Держите фокус на себе. Вы занялись своим бизнесом. Получите результат. Мне вчера задавали вопрос, а если муж не поддерживает? Я говорю, почему он вас должен поддерживать? Вы что, падаете? Почему он вас должен? Это не его функционал вас поддерживать. Вы сильная, вы сможете, вы справитесь. У вас все есть. Поэтому добейтесь результатов, а когда вы добьетесь, пропадут вопросы. Понимаете? Вопросов не будет. И поэтому очень-очень важный момент – держать фокус, цель, идти по жизни и понимать, что каждый… Есть вокруг вас успешные? Есть. А вы понимаете, когда в поле вашем есть успешные, ведь Вселенная, она гармонична, логична, и она в балансе, она вам показывает, как можно. Прецедент создан. И маленький-маленький в конце секрет. Когда вы чего-то хотите, когда вы хотите чего-то материального, или, может быть, любви, или партнера, или детей, или машину, или денег, или что-то вы хотите, вы посылаете этот запрос во Вселенную. Вселенная сразу не дает, она дает окружение. Она не может вам дать, может, вам будет больно, вы не вынести и в вас не вместиться. Она сначала дает окружение, а вы не можете это вынести. А вы злитесь, а вы завидуете, а вы сравниваете.
а вы сплетничаете, а вы оцениваете, и это никогда не идет в вашу пользу. Никогда. Держа фокус на другого, оценивая, осуждая, сплетничая, сравнивая, мы даем энергию всегда тем, куда держим фокус. Где наш фокус внимания, там энергия, где энергия, там результат. Запомните, вы усиливаете того человека. Вчера женщина говорит, а что, с подружкой нельзя говорить о другой подружке? Я говорю, зачем? Если хотите ее усилить, то я за. На себе. И как только вы радуетесь, что вокруг вас у подруги появился вот этот парень, вы тоже хотите. У соседки родился ребенок, вы давно ждете. Партнер в вашей команде начал много получать. Вау! Вселенная показывает, смотри. И если вы это выносите, или если в вас это вмещается, и если вам радостно, и вы понимаете, что это в вашем поле, она говорит, молодец, получи. Ну как мы реагируем? Я так хотела, а досталось не мне. И Вселенная говорит, ну слушай, дружок, тебе этот успех приносит неприятность, ты горюешь. Подожди еще чуть-чуть, ты не готов. Года 2-3 еще по кругу походи. Вы уловили? Очень важный момент. Очень важный. Если увидели рядом успех кого-то, это показывает вам, что так можно. Считайте его и будьте удовлетворены этим полем, и это неминуемо будет вашим. Не научились мы этому. Но вот сейчас, когда много работать стали с мозгом ученые, все-таки это начинает проявляться, и мы начинаем это показывать, как это работает в жизни. Ну и посмотрите, мы с вами должны остаться вот в каждой роли приблизительно по 25%. Это, конечно, невозможно, но в идеале это должно быть так. Поэтому, когда вы со своим ребенком пришли домой, ну уделите ему полчаса, ну поговорите только с ним, ну не берите телефон, ну не отвлекайтесь, ну побудьте мамкой, ему полчаса хватит, ему больше не надо. Мужу уделите время, уделите работе время и обязательно себе как женщине. Обязательно, потому что, считывая вас, ваши клиенты видят, ага, она так выглядит, это она явно является представителем этой компании. Я тоже хочу быть ее клиентом, потому что я тоже хочу выглядеть так же. Посмотрите, женщина, если у меня спрашивают, а как это быть женщиной? А посмотрите, какая она. Она здравомыслящая, счастливая, принимающая, чарующая, разносторонняя, здоровая, кайфующая, приятная, женственная, щедрая. Она такая. А какая она жена? Она страстная. Она хозяйственная, вкусно готовящая, любящая, возбуждающая, восхищающая, гибкая, организующая, привлекающая и так далее. А какая она мама? Это мой сын, который вот женился, когда я начала держать фокус на себе, и, вы знаете, у него все сложилось. Потому что я же все подтягивала. Занимала место, другой девушки. Просто не было места для нее. Вот такая она мама. Она добрая, заботливая, любящая, поддерживающая и так далее. И вот он эксперт. Вот он эксперт. Вот он профессионал, вот он партнер. Вот он тот человек, который делает бизнес. Он такой. И я хочу сказать, что у каждого, абсолютно у каждого, мужчина, женщина, я сказала, что вы эксперт, вы эксклюзивный, вы невероятный. Таких больше нет. Каждый неповторим. И каждый может достичь всего абсолютно. Только правильно мыслим, действуем и идем всегда в позиции, что я могу людям дать.